Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня 26 апреля, вторник. Погода пока что не самая солнечная. Небо у нас вот такое. Половина первого. Я встала в 11 с чем-то. Попила воды, умылась, посмотрела видосик и сейчас готовлю завтрак. Сегодня у меня каша будет, как всегда, овсяная, но с молоком. Я уже добавила молоко. Тут ни сахара, ничего, только ягоды. Я, как всегда, отмеряю 60 грамм в сухом виде каши, но так как здесь еще добавлен наполнитель в виде тыквы, молока, сливы, черноплодной рябины, то по объему получилось довольно много, и мне это как бы за один раз не съесть. Поэтому я взяла немножко, положила себе, а потом попозже еще поем. Сейчас я буду довязывать свой комплект салфеток, потому что нужно уже будет все-таки делать фотографии, выкладывать все это. Поэтому займусь. Немножко пошло не по плану, но в любом случае. И кофе. Кашу я еще так пока и не доела, хотя она очень вкусная, но просто ее много получилось по объему. Села доесть кашу. Сейчас уже 14:38. Я сказала, что буду вязать, и у меня там кое-что пошло не по плану. На самом деле, к моему величайшему удовольствию пошло все очень даже по плану. Так, вот здесь вот у меня на горшке я никак не могу эту из фикс-прайса заставить себя оторвать этикетку. Жесть какая-то. Вот сейчас поем кашу, может быть, попью кофейку. И вот я думаю по поводу фотосессии салфеток. На самом деле у меня папа был фотограф. Будь он жив, конечно, вообще бы никаких вопросов бы не было. Он мне все в лучшем бы виде сфоткал. Он меня, кстати, учил фотографии, мне все это знакомо. В принципе, я к этому отвращения точно не испытываю, мне это нравится, но при этом все же это не мое, вернее, даже не то, что не мое, а, знаете, еще что-то на себя вешать очень неохота. Хотя я, конечно, рада, что у меня есть такие навыки, но вот, знаете, это, как говорится, с любовью к мелочам. То есть, когда какое-то дело любишь, а какое-то дело вроде и хорошо относишься, и все-таки, ведь это же не просто так, да, там сфоткать, это и свет выставить, и кадр там. И я вот не знаю, но как бы сейчас тоже и с Ютубом, да, доходы урезали, прочее, и нанимать фотографа, это, конечно, сейчас не вариант, потому что еще и не понимаешь, как оно будет. Единственное, я думаю, что, может быть, предложить бартер, не в смысле фотосессия за салфетки или за мыло, а фотосессия за проведение занятия по танцам, фитнесу, вот в моей домашней студии, а что, в принципе, конечно, может быть, там кто-то постремался бы поехать, но я в целом-то человек, ведущий открытую жизнь, то есть у меня все соцсети и так далее, то есть видно, что я живой человек, не кусаюсь и так далее. И периодически даже с подписчиками встречаюсь. Вот, и я вот думаю, что, может быть, предложить бартер, кто-то бы ко мне приехал, сфоткал. Правда, я работаю только с девушками, конечно, поэтому это касается только, так сказать, женского пола, вот, поэтому, может быть, конечно, вот я думаю предложить, чтобы кто-то ко мне приехал, снял, а я провела занятия, учитывая, что, в принципе, и впоследствии это потребуется, то, может быть, мы бы так бартер и проводили бы, я бы танцы, мне бы фотосессию, тем более, что глобального чего-то мне не надо такого, просто, чтобы для ярмарки мастеров все было прилично сфоткано. Ладно, посмотрим. Сейчас, конечно, было весело. Наливаю себе суп, заношу в калькулятор калорий. А это суп низкокалорийный, хотя он полезный, потому что здесь как бы яйцо, морковка, картошка. И там на 100 грамм 31 калория, то есть это как бы действительно такой диетически полезный суп. К слову, кто не знает, картошка это тоже диетический продукт, очень полезный, если не жарить, разумеется. Так вот. И там получилось 100 с небольшим, то ли 116 калорий у меня получилось. И я такая думаю,
То есть я понимаю, что это немного, но думаю, нет, ну все равно же 116 калорий. Ну вот это, знаете, такое. Потом, значит, ну да, привычки практически анорексички. Я так потом смотрю, думаю, ну я за день набрала 400 калорий. Многовато. Потом смотрю на часы и понимаю 19:00. На момент 19:00 у меня 400 с небольшим калорий. Вообще жесть. Ну, я просто вижу, я занята делом, мне интересно, какая там еда вообще. Уже 20:37, я села попить цикорий. Я весь день в вязании, поэтому по дому ничего не делаю, но, в принципе, мне ничего особо не надо, потому что, в принципе, все убрано, все приготовлено. Тут 1 грамм цикория, как раз его допила. Такой вот у меня. Потом цикорий от марки Цикорень. Не советую, у него неприятный запах. Но если в этой упаковке еще нормальный состав, просто цикорий, экстракт облепихи, вот с медом я не знаю, какой состав, чисто цикорий, ну, надеюсь, там чисто цикорий, а есть еще сливочный, вот там плохой состав. Так что, короче, не рекомендую эту марку. Я сегодня, в принципе, весь день вязала, поэтому ничего, как я уже говорила, не делала особо. Сейчас я поужинала. На ужин у меня была, как всегда, гречка, немного соевого соуса, помидор, огурец, стебель сельдерея я схомячила раньше. Ну и потом я перекусывала, кстати, еще кусочек черного хлеба и туда картофельное пюре с зеленым луком. А сейчас, когда я гречки поела, мне захотелось еще 1 ложечку пюре съесть и вместе со сметаной. Кстати, сметана от марки «Каждый день» из Ашана очень хорошая, 10%. Вообще не скажешь, что она какая-то 10%. Она вообще и не кислит, ничего такого, классная, могу посоветовать. Но опять же, что Ашан, что Пятерочка, все эти внутренние марки, они в зависимости от того, как заключат с кем договор. Это вот на примере сухих специй базилика, то было великолепно все, а тут вот, ну не задалось. И во многом. Так что сейчас я, в общем-то, помою посуду, с плитой тут все в порядке, ну, с решетками, вы знаете, потом. Еще я выкинула вот в помойку ложку и вилку с мятными ручками, потому что, ну, они как бы дешевые, мне просто понравилось то, что они такие вроде, ну, короче, мятного цвета, но ручки отломались, поэтому в мусорку. Можно склеить, но, знаете, я считаю, что порядок в доме, порядок в голове. И захламлять дом я не вижу необходимости. Если что-то откалывается, скалывается, надо выбрасывать. Потому что по факту посуды и так много, а иной раз даже хочется чем-то себя, пусть недорогим, побаловать. И не вижу смысла. В общем, сейчас я помою посуду. И вот здесь опять все нужно мыть, потому что кофе, плюс я тут взвешивала. Решила поснимать сегодня хотя бы уборку, ну, мытье посуды и так далее, а то как-то совсем печально и скучно. Ну, бывают и такие дни, собственно, я специально так и делаю, и иногда там могу целый день убираться, целый день готовить, для того, чтобы потом освободить время подо что-то другое. Соответственно, когда все приготовлено, убрано, то время на хобби и другую работу остается в достатке. Хотя убираться я в любом случае стараюсь каждый день, чтобы не запускать, но тем не менее. Ну, поэтому сегодня только исключительно посуда. Более того, я обычно придерживаюсь принципа поела, помыла, но так как я сегодня ничего, собственно, не готовила, так только вот ела, поэтому я на принципе все ставила в мойку, посуды не так уж много, в основном объем за счет кастрюльки, там ковшика. Так, и сейчас надо здесь все протереть, так как кофеварка брызгает, попадает еще сбоку, бывает.
Так, и здесь тоже столешницу. Ну, потому что мне сегодня не до посуды было, ни до чего. Не хотела я тратить на это время. Но опять же, это не обязательно всегда так. У меня все всегда по-разному. Я делаю так, как мне комфортно. Благо, могу себе это позволить. Это один из плюсов такой моей жизни. Так, и взяла какой-то порошок для уборки. Ну, у меня вообще раковина в хорошем виде, достаточно даже просто. Он жидкость для мытья посуды. Но этот порошок стоит давно, поэтому еще при маме был куплен. Мама любила такие. Ну, короче, надо использовать, что он там стоит, место занимает. Буду покупать еще порошки или нет, я не знаю. Посмотрим. Так, и новые полотенца на завтра достала. Ну, в общем-то, порядок я навела. Можно умываться, ложиться спать. Я завтра продолжу снимать видео, потому что сегодня получилось не очень длинное. Особо ничего такого интересного. Ну, в общем, тогда завтра. Села завтракать. Сейчас уже 13:51. Ну, просто нет аппетита. Встала-то я давно, вяжу себе. Сейчас почти 7 вечера, села пообедать. Яичный суп со сметаной, он прям там на 100 грамм 31 калория. Ну, мне есть не хочется. Я сегодня много вязала. Была, в общем, занята. Ну и вот. Не говоря о том, что я еще малость расстроена. Поэтому есть мне не хочется. Я сегодня... Но у меня только получается 400 с чем-то калорий за день съедено. Я ходила на Wildberries и забрала вот такую вот штуку. Бритвенный станок и лезвие. В этой упаковке 5 штук. Ну, многие помнят, старшее поколение. Мне нравилось раньше пользоваться именно подобным станком. Потом меня мама, конечно, пыталась приучить пользоваться вот этими станками, где кассеты надо покупать. У мамы, помню, были такие дорогие, но я не могла понять, как этим можно пользоваться. У меня всегда были раздражения после этого. Потом я все равно пользовалась вот такими. Никаких раздражений, никаких проблем, никакой нервотрепки. Все быстро, качественно. И я, по-моему, за всю жизнь, по-моему, только один раз порезалась немного. Вот. А потом, когда у нас вот та пятерочка, в которую я хожу напротив, через дорогу, там был универмаг, и там продавали. А когда его закрыли, открыли пятерочку, соответственно, ну, негде их уже было покупать особо, поэтому пришлось перейти на одноразовые вот эти станки женские. Ну, от безысходности пришлось сдружиться, но мне все равно не нравилось, потому что, ну, был, конечно, плюс, что все-таки, хотя они одноразовые, служили долго, ну, раздражения были, все дела, а сейчас как-то, ну, и качество стало отвратным, и Бик, и прочие, любые пробовала, отвратно. И я уже тут психанула, мне надоело выкидывать деньги просто так на помойку, поэтому я на Wildberries заказала такой набор, он стоил 179 рублей, хотя там и по 200, и по 300, но одно и то же, потому что разные продавцы. В общем, в набор входил бритвенный станок и упаковка сразу лезвий. Ну вот оно так всегда и было, рапида, джилет, вот что-то такое. Потом можно будет покупать набор из 3 вот таких вот упаковок по 5 лезвий. Я считаю, хорошо. Я, конечно, не знаю, насколько сейчас качество лезвий, то есть долго они будут служить, недолго, но, по крайней мере, все равно это лучше. Я вот воспользовалась. Понимаете, мне что нравится? То, что вот это все можно раскрутить. То есть вот я сейчас воспользовалась, я раскрутила, помыла лезвие, продезинфицировала, помыла станок, все это вытерла, посушила, скрутила обратно. То есть, что не получается с одноразовым лезвием? Ну, как бы это не очень. Да, понятно, что там и рассчитано, что оно одноразовое, но редко кто им пользуется один раз. Все равно, как правило, раза два.
а раньше они и дольше служили. Но это не прикольно. А здесь вот именно то, что полная вот, ну, как бы дезинфекция возможна. Я не то, что там как-то на этом помешана, но все равно, знаете, приятно, когда все это чистое, в чистом нормальном виде. И здесь никаких с этим проблем нет. Поэтому я очень довольна, ну, там посмотрим. На ночь у меня, как всегда, наведение порядка на кухне, помыть посуду, протереть здесь все, потому что опять надрязгано. Витамины все ушастику скормила. Ну, может быть, завтра куплю новые. Я ходила в пятерочку, купила там морковку и яблоко себе. И, кстати говоря, я думала, я беру по 109, а мне провели по 70 с чем-то. По 79, но это прикольно на самом деле. Обычно я кассой самообслуживания пользуюсь, но не знаю, что-то я решила пойти на кассу. Короче, мне в очередной раз повезло со скидками. 28 апреля сегодня, довольно солнечно. То есть вчера вот был дождик, холодно, ветер, а сегодня даже голубое небо. Сегодня у меня по плану позавтракать манной кашей на воде и сделать себе даже котлетку из индейки. Ну, думаю, что сегодня нужно сделать именно так, хотя вы знаете, что я не фанат мяса какого-либо, но сегодня нужно именно так сделать. А потом мне нужно будет в этом шкафу разобраться. Здесь у меня сушится посуда, и там полный бардак, потому что там же стоит у меня губка лежит, моющие средства, и в итоге вот здесь вот там потеки мыла есть. Когда сушится сковородка или кастрюлька, задевается чем-нибудь и тоже пачкается поверхность, бывает, мыльными руками схватишься и грязь. Поэтому моя задача все вытащить, помыть и снова покрасить краской. Как я все это делаю? Я перед, по-моему, Новым годом все шкафчики освежала, и только вот до этого у меня не дошли руки. Вот так вот у меня получился бардак, поэтому сейчас буду исправлять. Вот, чтобы не было комочков, я потихоньку в холодную воду вливала крупу, и сейчас хорошенько все это взбиваю, и потом уже буду варить, помешивая хорошо. Вот, чтобы вы понимали, идеальная манная каша. Вот я ее помешиваю, ни одной крупинки нет. Вообще. Котлету отвариваю, потому что я ничего не жарю. Манная каша готова. И так как она вообще подается жареными котлетами, то поливается, ну вот, тем, что осталось на сковородке. Но я так не делаю, хотя это вкусно. Я полила кашу соевым соусом, добавила немножко сушеного базилика и отварная котлета. В любом случае это вкусно, ну и никаких комочков. Все освежила. Еще освежила вот эту стенку, хотя потом в следующий план я буду все отодвигать, мебель, и ну вот там везде внизу все мыть и так далее. И хоть я освежала все перед Новым годом, то вот там надо будет помыть еще, потому что когда что-то готовишь, но сейчас у меня просто нет на это времени. Краска у меня вот такая вот. Краска уже высохла, поэтому я вот взяла 2 коврика для сушки посуды, выбрала вот в таком цвете, у меня их много. Сейчас положу туда термосалфетки и сверху вот эти. Предварительно я побрызгаю в полке средством от Faberlic с ароматом Монарды, потому что она предотвращает плесень, и это так и работает действительно. Расставила все по своим местам. Там вот у меня повесила из фикс прайса вот эти держатели, хотя у меня не все из фикс прайса, что-то я заказывала на Пандау, по-моему. А это потом уже из фикс прайса, вот да, с крючками, которые вот те с правой стороны, это уже из фикс прайс, а тогда я другие заказывала. Да, и вот эта вот большая из фикс прайс. А которая без крючочков, где кувшин висит, это с Пандау.
Так, все здесь помыла, поставила, побрызгала монардой. Я, правда, думаю насчет этой вот сушилки. Я ей редко пользуюсь, поэтому я ее покупала в Леруа Мерлен, и мне не нравится, что она покрылась ржавчиной. Вообще у меня в туалете стоит полочка такая тоже металлик, не дешевая, из Леруа. И несколько пятен ржавчины, видимо, попала вода, когда, может быть, там воду спускаешь, еще что-то моешь. Короче, там-то выглядит все прилично, но все равно, короче, качество оставляет желать лучшего. Вот. Ну, а так все чисто, хорошо. Сейчас придет ученица, так что я переоделась и пью кофе. Движение вниз. Вот такой лифт у нас. Новенький. Просто вообще супер. Медленный, конечно. Уже с покупочками из Верного. Ходила в магазин Верный и в Пятерочку. В Верном я закупилась на месяц ушастику фаршем, как всегда. 500 грамм, марка своя. Честно говоря, вчера смотрела у них в приложении, ценник 89 рублей. Сегодня прихожу, ценник 107 рублей уже. То есть буквально за месяц, в том месяце я покупала по 69 или по 79, по-моему. Я спросила, говорю, показываю в приложении, я говорю, это то? Он говорит, да. Я говорю, а что с ценниками? Ну, вот вчера сменили. Я говорю, почему в приложении не сменили? Вообще безобразие. Ну, да ладно, все равно это лучше, чем куриные спинки. Ну, по крайней мере, и мне проще, и собаке больше мяса. А там посмотрим, конечно. Вот, взяла свеклы, буду после яичного супа варить снова борщ без мяса, потому что все-таки чаще всего я мясо не ем. Пусть у меня его и много в холодильнике, но я не ем практически. Только вот когда бывает, иногда организм чуть-чуть требует, как сегодня вот из индейки делала себе котлету. Вот. Свекла была, по-моему, по 55 или по 59, верно. Морковку тоже, ну где-то так она стоила, мне кажется, взяла немножко. Взяла финики, тоже верно всегда беру. Они бывают либо уже по 500 грамм в пакете, либо, ну, как бы на вес, но уже в магазине развесили их. В этот раз можно было самим набирать, и эти... Вообще, верно, всегда хорошие финики, но обычно они все равно продаются как стандартно, знаете, вот эти натертые, видимо, сиропом, вот такие блестящие. А здесь уже ближе к таким не натертым, судя по всему. То есть сладости здесь меньше, но с другой стороны и... Ну, короче, это хорошо. И... Я вот только сейчас поняла, насколько сильно бывает их вот, ну, чем-то натирают, обрабатывают, потому что вот эти даже по весу меньше. Хотя, конечно, у них за счет этого, видимо, вот как шкурка сверху такая суховатая, они умеренно сладкие, ну, короче, как-то так. В Пятерочке я взяла сыр. Как всегда, сыр, я не помню поскольку, но, в общем, этот кусочек 248 или 249 грамм на 97 рублей. И за 23 с копейками взяла овсянку. Ну, вообще у меня больше уходит, просто я сегодня так взяла, так как и эти сумки были, и все такое, поэтому вот. Доброе утро, ну, хотя сейчас 11:36. Ну, главное, чтобы оно было доброе. Вроде бы у меня нормально все. Такое странное небо. Я собиралась сегодня ехать в Ашан, потом твердо решила, что не поеду, но сейчас думаю, что, скорее всего, я съезжу, потому что в Ашане всякие акции, распродажи, и я подумала, что вообще было бы неплохо съездить, дабы не пропустить, потому что впереди майские праздники, и, ну, как бы,
все будут разбирать. Поэтому, наверное, все-таки съезжу. Кашу я себе приготовила. Сейчас позавтракаю, пока у меня на лице маска и патчи. Вот этот кусочек колбасы я сейчас порежу и заморожу на следующий завтрак, потому что она у меня уже, ну, как бы, в течение месяца я ее ела, и тут немножко осталось. Я сегодня буду покупать, скорее всего, новый батон. Ну, и я думаю, уже нет смысла ее здесь долго держать, лучше заморозить. Единственное только, я просто могла бы ее сегодня в кашу, но мне это много. Я там буквально грамм 10 у меня получилось, я больше не кладу, мне просто реально это много. Вот также в кашу добавила сыр, базилик, соевый соус. Вот так вот заморожу как раз на 2 раза, чтоб не пропадало. Смою сейчас косметику и попью, ну, накрашусь, попью кофе и поеду как раз-таки в Ашан. Точнее, сначала мне надо в другой магазин зайти. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, пока-пока.